Всем привет, меня зовут Даша, и сегодня я расскажу вам о своей истории переезда в Америку. Я переехала в Америку, на самом деле, не очень давно, примерно 2 года назад, я думаю, в апреле 2019 года. Оказалась здесь совершенно случайно, но это был не аист, который меня сюда принес, к сожалению. Я выиграла грин-карту в лотерее. Очень интересная история, потому что в первые разы, я знаю, что очень многие люди мечтают оказаться в Соединенных Штатах. Знаете, у меня была подружка лучшая, привет. Надеюсь, ты смотришь это видео. И она всегда грезила об Америке, когда там пела песни, записывала слова и говорила, как в Америке все классно, и мы там будем тусоваться, пить из красных стаканчиков. Я всегда мечтала о Европе. Я думала о том, что я буду учиться в Германии, у меня будет офигительная жизнь, я буду такой заучкой, скорее всего, стану каким-нибудь адвокатом, у меня будет немец, муж, и мои дети будут ходить по стоечке где-нибудь там в какую-нибудь школу. И моя мечта как бы закончилась очень быстро, потому что первый раз, когда я подалась на грин-карту, меня, конечно же, отказали, и я подумала, что все, значит, точно моя судьба остаться в Европе. Я жила какое-то время в Испании, также жила в Румынии, училась в Литве, короче, в Европе меня было много. И второй раз я решила, что подамся на грин-карту просто так. Я загрузила свою старую фотографию, сделала 150 ошибок в форме. Мне кажется, это была самая вообще безответственная подача формы в моей жизни. И я переехала, должна была уехать работать все-таки в Германию, начала собирать свои документы, из Испании переехала в Москву, потому что нашла работу. Да, это вообще очень странная история, потому что должна была учиться в Германии, жить и работать в Германии, но переехала в Москву, потому что нашла там работу, пока собираю документы, типа я поживу в Москве. И в этот же день я узнала, что я получила и работу в Москве очень крутую, и я выиграла грин-карту. Вообще, вот. У меня была очень интересная история. Мой сосед очень сильно меня жаловался, что я очень громко хлопаю дверью. И он меня из-за того, что он русский, оставил мне заметку на А4 листке, в которой было написано, что на английском языке, но он русскими словами, на английском, короче, очень странно. Пожалуйста, перестаньте хлопать дверью. Вообще-то знаете, что у вас есть на двери, короче, замок, который можно не закрывать, а можно сначала оттягивать дверь, короче, чтобы реально на 4 инструкция и большими буквами «Спасибо!» Я приехала в Америку. А в следующий раз, уже через год, мне подарили новую колонку, я включила очень громкую музыку, и мне сразу же на дверь повесили стикер «It's disturbing». Думаю, боже мой. Соседи, конечно. Мне по сей день приходит очень много сообщений от людей, которые хотят сюда переехать по разным причинам. Кто-то хочет здесь жить, кто-то хочет учиться. Всех интересует один и тот же вопрос: встретит ли их Америка? Да, как же здесь обосноваться, как здесь жить, что делать? Я проходила через это все сама тоже, потому что когда я переехала в Америку, у меня не было друзей вообще. По факту я знала ровно 4 человека. Это семья, которая здесь уже живет очень давно. Соответственно, назвать их друзьями без обид сейчас, пожалуйста, но это сложно. Мне было 25, и я, конечно же, очень хотела завести друзей своего возраста. Мне было интересно узнать, чем живет Америка и есть ли тут вообще русские. Моя мама такой человек, который меня всегда во всем поддерживал, и, соответственно, она как-то даже не сомневалась, что я как экстраверт дикий 100% найду себе друзей. Оказалось, это не так просто, учитывая, что на моей работе работало 4 человека в офисе, и у них всех своя была жизнь, у кого-то уже семьи. В квартире я поселилась одна. Тут либо стать алкоголиком, потому что мне приходилось ходить в бары постоянно, чтобы знакомиться с людьми и разговаривать с барменом. И чтобы не спиться, я еще ходила на Tinder Dates, для того, чтобы не спиться одной, конечно, и хотя бы познакомиться с кем-то в Америке. Это не сработало. Я не встретила ни одного русского за все это время, поэтому я решила применить технологии 21 века. Я пошла в Facebook, и в Фейсбуке мне посоветовала в супермаркете бабушка группу, называется «Женсовет Бостона». Она говорит: Даша, там все женщины тебя точно поддержат. Я думаю, где искать друзей, если не в Фейсбуке, в женской группе? И когда мне совсем стало грустно, это стало где-то через 3 месяца моего переезда, я сделала в Фейсбуке пост о том, что я очень одинока и ищу друзей. Реально, так он и звучал. Всем привет, меня зовут Даша, мне 25, мне очень грустно, и я ищу друзей. Это был какой-то фурор, я не ожидала. Мне ответило более 100 человек на этот пост. Еще где-то 100 человек мне написало сразу в личные сообщения о том, что
что нам тоже очень одиноко. Я думаю, господи, люди здесь живут по 10 лет, и они не нашли друзей, что же будет со мной? Что получается, у меня тоже их никогда не будет. Очень грустная история. Закончилось все тем, что я собрала где-то 16 девчонок, мы все пошли в ресторан, потом к нам Это сейчас будет очень смешно звучать. Кто там был, пожалуйста, не обижайтесь, но мы сидели девочками, 16 девочек, все что-то пили, рассказывали истории. В какой-то момент приехали грузины и забрали половину в клуб. Ой, реально очень смешно. Вот, я подумала, ну какая вот Россия все-таки в Бостоне существует. Очень веселая история. И потом мы больше с этими людьми никогда не виделись. Но благодаря этому у меня в посту еще появилось много друзей. Кто-то мне продолжал писать сообщения, пойдем погуляем, пойдем встретимся. И так потихоньку я начала ездить на русские мероприятия, всякие там квиз-плиз, мозгобойня. Все было очень весело. Вечеринки постоянно были, какие-то тусовки. И вот так закрутилось, завертелось, и я стала частью русского Бостона. Сейчас ведусь на мое любимое место в этой эре. Не считаю, конечно же, моей крыши. Крыша – это топ. Но также мне очень нравится озеро. Это такой маленький... Я даже не называю это озеро, это как, пруд, я не знаю. Называется он резервуар. И самое, что крутое, мне до него идти ровно 2 минуты. Хожу я на него ровно в 90 раз меньше, чем могла бы ходить. Или как я планировала делать, потому что, камон, 2 минуты до озера. Надо ходить каждый день. No. Короче, поэтому наконец-то мы с вами до него дойдем. Летом, конечно же, это самое приятное место, потому что там очень много травы, очень много непосредственно мест, где можно посидеть. Я даже спортом там занималась несколько раз. Что еще прикольно на это озеро, помимо того, что во время карантина я даже пыталась заниматься то спортом, то, что здесь у меня проходило очень много свиданий, потому что что далеко ходить, правильно? Если что, 2 минуты, я дома. И если совсем парень не понравится, я могу убежать за 30 секунд. Вот. И оно такое всегда мне очень ассоциируется с какой-то романтикой. Потому что здесь же примерно в этой же эре начались мои отношения, закончились мои отношения, начались еще одни отношения, закончились еще одни отношения. Короче, такое озеро просто вот собранных и разбитых сердец, знаете. Типа место, где строится история. Прочитала прикольную цитату как раз-таки сегодня, то, что в моем мире нет незнакомцев. Есть только друзья, с которыми я еще не имела чести познакомиться. Вот. Мне очень нравится это выражение. Я примерно так же смотрю на мир и считаю, что тоже все люди, они твои друзья. Просто надо дать им шанс с тобой познакомиться. И, в общем, любой сезон мы приходим на это озеро и посмотрите на эту красоту. Ну, это, не знаю, это как мини-парк у тебя под домом. Очень многих людей, которые переезжают в Америку, я предполагаю, я знаю, интересует вопрос, что, наверное, было самым сложным. Помимо моей прекрасной истории о том, что было сложно найти друзей, на самом деле не так сложно, как ты ищешь, тогда находишь, то, скорее всего, это прощание с родителями. Сейчас будет очень эмоциональная такая тема, но я не знаю, как много людей уезжает от родителей, как часто я уезжала от родителей минимум раз 5, наверное, и каждый раз в новую страну, и каждый раз неизвестно на какой срок, поэтому для меня это не самое сложное было испытание, и до сих пор не самое сложное, но когда ты уезжаешь в университет, все предполагают, что из университета ты когда-нибудь вернешься, да? Навряд ли ты будешь жить там до посинения. Когда ты уезжаешь в Европу учиться, то у тебя ограничивающие документы, и, вероятнее всего, ты тоже вернешься. Когда ты переезжаешь в Америку с грин-картой, наверное, ты не так быстро вернешься. И когда меня провожали родители, я видела в глазах вот эту неизвестность. То, что они не знают, вернусь я через год, через 2, вдруг я уеду, и через месяц я начну плакать, потому что я ненавижу эту страну, и я хочу домой, потому что до этого я в Америке была, я расскажу, да, но я бы не сказала, что я была фанаткой. Я уже это говорила. Соответственно, у меня мама скрещивала пальцы и просто молилась, чтобы я не вернулась, потому что
У нас уже были истории, когда я очень хотела вернуться обратно домой. Ну, а папа, посмотрев в мой такой целеустремленный взгляд, он просто расплакался. Впервые в жизни. Вообще, вот впервые в жизни я увидела, что мой папа служащий, воевавший человек, который никогда не проявлял свои эмоции, просто реально пустил слезу. И в тот момент я думала, что все, я, никуда не полечу, оставляйте меня здесь, как-то так. Но да, это было, наверное, самым сложным. Я знаю, многим родителям очень сложно отпускать своих детей. Америка не дикая страна. Здесь не ходят орангутаны, здесь тебя не хотят обокрасть на каждом. Ну, я, конечно, не говорю за все штаты, по крайней мере, в Бостоне очень круто. В Чикаго, наверное, не так, возможно, безопасно. Вот. Но если вы хотите отправлять своего ребенка, я считаю, что Бостон — это прекрасное место, где можно действительно найти очень классное русское комьюнити. Здесь очень много, так сказать, цивилизованных, образованных, классных, порядочных людей. Вот, это точно. Да, мамуль? Привет, я ушла, у меня сегодня съемки. У меня берут интервью. Давайте я скажу привет сейчас, еще привет на видео. Сделаем такой трик. Вот, да, поэтому у тебя все хорошо? Мам, ну ты мне звонишь прямо во время процесса съемки, поэтому давай я тебе просто перезвоню. Давай, целую тебя, люблю, пока. Каждый день мы с ней созваниваемся. Еще один мой дневник. Знаете, сюда только идет проверенные реплики, а сюда идет душа. И вот, например, я себе сегодня, возвращаясь к писанине, писала о том, чем я сегодня занималась, до того, как я ждала этого великого события, самого главного события на сегодняшний день. Я, если честно, убиралась, потому что я собираюсь съезжать из своей квартиры, потому что мне уже очень мало места. Во время карантина у меня было дико ограниченное пространство. Поэтому проснулась с утра и начала там все прибирать, чтобы люди, которые приехали, конечно же, сняли. В моих интересах, чтобы они заехали тоже пораньше, а я благополучно уехала в новую двухкомнатную квартиру. Дорогой дневник, привет! Я сегодня наконец-то не чувствую себя бомжом, который вынужден писать дневник на улице. Вот. По поводу моего вообще истории моей с Америкой. В Америке в первый раз я училась в далеком 2014 году. Как многие студенты, я поехала по программе Work and Travel. Мне очень повезло. Мне работу помогла найти девочка с моего университета, и поэтому я оказалась на Мартас Виньярд. Кто не знает, Мартас Виньярд — это очень крутой остров недалеко от Бостона. Я, в принципе, тусовалась всегда только на этом побережье. Вот. И на этом острове я работала в ресторане, хостес. То есть я рассаживала людей. И в течение недели я работала в Frame Story. Это такой магазинчик, где вы делаете картины. Меня поставили резать маты, стекло. Я себе чуть ли не отрезала палец однажды. Ну, вообще было очень весело. Мне не было 21, поэтому я провела достаточно порядочное лето. Я не заработала денег, потому что я отдыхала. Я ходила в спортзал за $100 в месяц на этом острове. В свое путешествие, как оно же work and travel, ты должен работать и путешествовать. Я так себе путешествовала, потому что я не заработала особо денег, потому что я очень себе ни в чем не отказывала. Но за это лето я съездила на концерт Эминем и Рианы, который проходил в Нью-Джерси, и это было что-то. Был концерт, у них тур был «Монстр». Я ребенок, реально ребенок, первый раз поехала сама в Нью-Йорк с острова. Чтобы вы понимали, что такое остров, это, если брать сравнение квартиры, это, наверное, комната, а Нью-Йорк — это город. И как бы я из своей комнаты в розовом платье, я как сейчас помню, у меня были очень выгоревшие волосы, мне было 19 или 20 лет, я поехала одна в Нью-Йорк с рюкзаком розовым тоже. И на концерт я добралась, мы там все с подружками встретились. И подружка одна, моя подружка, должна была меня оставить у себя ночевать. Ну и что вы думаете? В Нью-Джерси закончился концерт, 3 утра. Она говорит: знаешь, у меня там места нет, поэтому тебе негде ночевать. У меня вообще никого нет знакомых. У меня единственные знакомые в Америке, они в Бостоне. И чтобы вы понимали, в то время, в 2014 году, у меня не было айфона. И мой телефон, единственный, который купила, был prepaid за $25, раскладушка, в котором как бы были только контакты. То есть там не было даже камер, не камеры, я молчу вообще про камеры, там не было карты, не было интернета никакого. У меня был
дополнительный телефон, но из-за того, что он был куплен в России, у меня в Америке не подключался ни один Wi-Fi. Соответственно, я добралась до Таймс-сквер и пошла в Макдональдс. Потому что я предположила, что в Макдональдсе, скорее всего, будет Wi-Fi. Я могу зарядить там свой этот телефон русский, включить Wi-Fi, возможно, кому-нибудь написать и просто прислать сос или, я не знаю, что-нибудь вообще, чтобы меня спасли. Если вы никогда не были в Макдональдсе на Таймс-сквер, я вам рекомендую туда вообще не заходить, потому что я оказалась просто среди бомжей, которые также, наверное, искали Wi-Fi и не нашли его там. И я повторяю, я в розовом платье, в белой толстовке, потому что уже стало холодно, с розовым рюкзаком, голубыми глазами и белыми такими волосами стою с раскладушкой и пытаюсь найти Wi-Fi. Его там не было. Для того, чтобы пойти в туалет, тебе нужно было что-то купить. Ну, вы догадываетесь, что денег у меня тоже особо не было. Я с собой привезла в рюкзаке упаковку с гранолой из магазина, чтобы ей питаться. Ну, типа, чтобы никуда не заходить. Чтобы сходить в туалет и подняться на второй этаж, там, где есть розетки, тебе надо что-то купить. Понятно, что я не добралась ни до розеток, в принципе, ни до Wi-Fi. Единственная ситуация, которая меня, в принципе, спасла в тот момент, то, что на своем пути из Бостона в Нью-Йорк на автобусе я встретила мужчину с Казахстана. Я услышала, что он говорил по-русски, я к нему повернулась, такая: «О, вы говорите по-русски?» Он такой: «Да». И я такая: «Как классно! Расскажите там, что вы там и как». И мы с ним заболтались, пока мы ехали в автобусе, очень долго разговаривали о чем-то. Он, оказывается, скрывается от своего государства, потому что он написал какую-то книгу, и он едет в Нью-Йорк для того, чтобы на презентации рассказать о том, как он в политическом убежище, и вот в своей книге, как он написал, что он скрывается от своего государства. Я такая: офигенно. И он мне такой говорит: «Даша, короче, у меня семья прилетает, я их всех поселил типа там в отель, но у меня не долетает дядя, поэтому вот тебе Airbnb. Хочешь, если вдруг хочешь остаться в Нью-Йорке, можешь остаться в моем Airbnb». Он мне дает распечатки, на которых написан адрес, там какая-то Наташа, позвони ей, она тебе все организует. Ну, я такая: да не, у меня подружка же, не понадобится, сложила в рюкзак. В 3 утра я вспомнила про Наташу. Я такая думаю, у меня же есть Airbnb. В итоге этот Airbnb был на какой-то станции метро а-ля, я не знаю, там, как она называлась, Парк-стрит. Ну, я не знала Нью-Йорк, поэтому я решила, пойду в метро. Я пошла в метро, спускаюсь туда, спускаюсь на станцию и, сталкиваюсь с русской парой. Там сидит такая блондинка и что-то там разговаривает. Я такая говорю: «О, вы по-русски говорите? А мне вот надо туда, в Airbnb». Они такие говорят: «Вот в таком виде?» Я такая: «Да». Такие: «Тебя там убьют?» Я говорю: «Почему меня там бьют?» «Ну, там вообще ужасный район». Я такая думаю: зашибись. Но у меня вариантов нет. Я туда вообще. Они такие: «Нет, я на другую сторону, переходи». Короче, мне пришлось еще полдня, я искала, мне кажется, просто как войти в метро. А в итоге я попала в поезд, приезжаю на станцию. Действительно, перекати поле, просто неизвестно что. Выхожу оттуда, встречаю первого человека, который, конечно же, не был очень прилично одет. Ну, и я на своем ломаном английском. У меня английский хороший, но, понятно, с акцентом. Говорю: «Слушай, мне надо вот туда попасть, можешь мне посоветовать?» Такой: «Да, конечно, садись на автобус, едь на автобусе 3 остановки, оттуда дойдешь пешком». Я у меня был, по-моему, этот пас, билетик. Я в итоге пробила, проехала 3 остановки, встретила там же этого чувака, только уже с девушкой. То есть он дошел, пока я на автобусе ехала. Я говорю: «В чем вообще прикол?» Вышла, начала его что-то спрашивать. Его женщина начала на меня такая: what are you doing? Ну, вы поняли, на кого я наткнулась, в принципе. И я до сих пор со своим розовым рюкзаком просто иду. Мне кажется, вокруг меня были реально одни наркоманы. Я вижу, что меня кто-то заметил с другой стороны улицы. И я такая думаю: все, мне хана. Такая: «Вы можете меня, пожалуйста, проводить, потому что я боюсь людей». В итоге они меня проводили до Airbnb. И я просто звонила в дверь. Чтобы вы понимали, уже было где-то, наверное, около 4 утра. То есть, понятно, что Наташи там уже не было. Я в итоге звоню Наташе, звоню в дверь, она мне не открывает. Я такая думаю: господи, на этой распечатке я нашла номер телефона этого мужчины, который мне дал. И я понимаю, что мне больше некому звонить. И я звоню этому мужчине, у которого презентация в 7 утра, да, по защите, презентация его книги. Я ему звоню, говорю: «Здравствуйте, я не помню, как его зовут. Я всю жизнь пытаюсь его отблагодарить». То есть я пытаюсь через все контакты найти его контакты. Я даже включала эту раскладушку телефон. Я нашла его номер, ему написала сообщение даже уже через лет 7. И еще раз его отблагодарить, но у меня вернулось сообщение, то есть номер уже недействителен.
Поэтому, если ты меня смотришь, большое спасибо. В итоге он поднял трубку в 5 утра, сказал, вот тебе мой адрес, приезжай, можешь остаться у меня в отеле, и как бы все нормально. Понятно, да, там сейчас все такие, господи, она ребенок, поехала к мужчине. Все было нормально, я приезжаю к нему в отель, то есть я каким-то образом доехала до туда, я не знаю как. На метро уже было где-то, мне кажется, 5 утра с чем-то. Он открывает дверь в костюме. То есть реально человек уже в рубашке, с галстуком. Такой говорит, Дарья. Я такая, здравствуйте. Он такой, ложись спать. А я уже все, просто никакая. Я отсывала на концерте, провела в метро с бомжами просто, мне кажется, всю ночь. И у меня еще, знаете, был плеер. Я купила себе на свои заработанные деньги за $150, как сейчас помню, второй Generation, этот iPod. У меня там было 75 песен какого-нибудь Эминема, наверное, розовые наушники. То есть я вообще все в розовом. Такая, я сильная, я справлюсь. Знаете, вот эта самая мотивация в метро, чтобы тебя просто не убили. И у него было 2 кровати. Он меня положил на одну кровать, на другой вот в этом же костюме, с галстуком, в рубашке, лег под одеяло. И меня просто моментально вырубил. Он такой говорит, Даша, в 9 утра завтрак. Спустись обязательно, поешь. Ко мне еще приехал там мой какой-то там зять, свекровь, я не знаю кто. Он идет в музей. И я сказала, что ты с ним поедешь, поэтому он тебе позвонит, я там номер оставила и так далее. У тебя все будет хорошо. Я такая, окей. В итоге меня в 9 утра звонила Наталья, просто меня с утра такая, Дарья, типа я не смогла ответить на этот звонок. Я такая, Наташа, все нормально. Такая, ты сегодня заедешь? Я говорю, я сегодня уеду из этого ада, я не хочу здесь больше находиться. Вот такое было у меня знакомство с Нью-Йорком, но на самом деле я потом сходила в музей United Nations с его этим кузином или там зятем, кем он там был. Мы прекрасно погуляли по музею, и потом я благополучно уехала из Нью-Йорка обратно на свой остров. Но путешествие было так себе. Мне кажется, мама до сих пор даже не знает, что я просто бомжевала, если бы не этот чувак из автобуса. Вот как говорят, что я много разговариваю, и это плохо. То, что, типа, я слишком общительная, но мне это больше спасало раз жизнь, ежели когда-то меня приводило в какие-то плохие ситуации, поэтому очень прикольно. Когда я тоже приехала, у меня никого не было здесь, соответственно, квартира должна была моментально стать домом. И так как она достаточно у меня маленькая, я всегда чувствовала себя очень в ней сковано, и мне хозяин сказал, что у тебя есть roof-deck, то есть выход на крышу, и на этой крыше ты, как бы, типа, можешь звать друзей, еще что-то. Я была уверена, что там всегда будет миллион людей, потому что, классная крыша. Вот. И я все лето провела на этой крыше, просто читая книжки, записывая свой дневник, и никогда не встретила там ни одной души. Вот. Что удивительно. Поэтому мы сейчас идем на мое такое место, которое ассоциируется у меня именно со спокойствием и, наверное, с этим бостонским домом. Эй! Так много людей. Фан-факт того, что закончились ковидные, времена, и тут появились люди. Что еще очень прикольно, что я сюда поднималась, еще не работала на своей работе и смотрела все время в город на вышке. Я еще тогда не знала, что я буду когда-то работать в Prudential Center, но я на него смотрела весь месяц и мечтала, чтобы оказаться там. Ну и теперь я каждый день могу смотреть на свою работу отсюда. Вообще, если честно, с любой точки, мне кажется, мира, в Бостоне я могу всегда видеть свой офис. Вот. Prudential. Любимый. Конечно, с моей историей может показаться достаточно, наверное, простой, и можно подкомментировать «повезло». Многие, да, которые выигрывают грин-карту, людям, которые выиграли грин-карту, говорят: ой, да вам все повезло, у вас уже вся жизнь, легкая. Вот. Но на самом деле хотелось бы поделиться тем, как я искала работу. Я, когда приехала в Америку, у меня за спиной был уже хороший английский язык поставлен, потому что я до этого работала в Москве в компании Booking.com, и у меня американский диплом. Я училась в Литве, в американском университете, и, соответственно, у меня уже был хороший английский язык, и американский диплом, и образование International Business Administration. То есть с этим образованием я могу пойти в любую конторку работать. Вот.
И когда я приехала, у меня была одна цель — найти работу по профессии. Но так как у меня профессия маркетолог, что в себя включает, мне кажется, миллион вообще различных профессий, я решила, что я хочу пойти в диджитал-маркетинг. И у меня не хватало немного знаний, и я каждый день просыпалась в 8 утра. И помимо того, что я очень грамотно составила свое резюме, вот cover letter написала, там 150 раз его переделывала, с 8 утра до 5 дня я сидела и подавалась на работу. У меня был Excel такой документ, в котором я прям записывала, на какие вакансии я подавалась, и у меня было 2 направления. Это диджитал-маркетинг специалист какой-нибудь, SMM-щик и ивент-координатор. И я составила там резюме для 2 вакансий, и где-то на 50-70 работ стабильно я подавалась каждый день. Соответственно, вот все, что выпадало в LinkedIn, в всякие там Indeed, потом Monster, я реально бомбила вот каждый день одинаковое количество подавала свое резюме. И еще 2 часа, 3 часа в день я проходила онлайн-курсы. То есть я потратила много денег на то, чтобы у меня были именно сертификаты о том, что я прошла там SEO-оптимизация, онлайн-маркетинг, диджитал-маркетинг, там project-менеджмент. Просто вот все, что я видела, что есть в вакансиях, которые я хочу, на которые я хочу подаваться. Если видела, что есть какой-то soft skill, на который можно выучить онлайн, я сразу записывалась на курсы и проходила. И вот 1,5 месяца, пока я работала на кейтеринге, по вечерам по 10 часов где-то иногда бывало, стояла на ногах. Все остальное время я подалась на работу. Поэтому, когда мне говорят, конечно, это же так легко, попробуйте каждый день подаваться на 70 работ. Это нифига не легко. Из этого у меня было где-то 7 собеседований в полнейший скам. То есть это были продажи door-to-door. Если вы когда-то сталкивались, это когда ты ходишь от двери к двери и продаешь пылесосы. Или рассказываешь, почти что о Библии, да, грубо говоря, ты продаешь какую-то хрень людям, стучась к ним в дверь. И это они называли маркетинг-менеджер. И они рассказывали о том, что там по пирамиде ты можешь вырасти до лидирующего региона, там еще что-то. Короче, полную чушь. Я на первые 3 собеседования такая: вау, я могу вырасти. Потом я почитала список того, что ты будешь делать, и, конечно, полнейший бред. Но из них также 3 было хороших прям собеседований в крупной компании. Я прошла до 2 этапа, и только вот в одной компании Semrush я дошла до 3 и даже до 4 и получила работу. Ровно через месяц и что-то там 15 дней. Вот. Такая вот у меня классная история. Я очень такой не фанат книг. Точнее, не то, что не фанат, я очень люблю книжки, но мне дико сложно найти книги, которые бы мне были, наверное, интересны. И вот, наконец, нашла для себя, что биография — это тип книг, который меня очень вдохновляет. И сейчас читаю книжку «Becoming» Мишель Обамы. И очень интересно именно, как она описывает свою жизнь черной девочки в далекие времена. Всегда беру с собой карандаш. Если что это очень сильно может понравиться, я еще ставлю восклицательный знак. Потому что раньше всегда ходила в библиотеки в детские, которые находились рядом с моим домом. И, соответственно, меня там все знали, потому что я читала всякие детективы вечно. Но в книжках нельзя было рисовать. И когда ты... дома у нас были книги Карнеги Дейла. Что, понимали, в 7 лет я вряд ли буду читать такие забавные книжки. Вот. И я никогда не могла в них рисовать. И единственная книжка, в которой я могла рисовать, это была книга по английскому языку. И их было у нас 7. Я даже не знаю, почему, они все были одинаковые, 7 книг. И папа говорит, я просто очень сильно хотела изучать. Я говорю, 7 книг одновременно, но неважно. Вот, короче, для меня книжки, в которых я могу рисовать или что-то обводить, как-то, не знаю, напоминать мне, что это мое. И как-то есть такое чувство собственничества, что это моя книга. Другая офигенная вещь, вещь, наверное, это я обожаю свой дом, потому что я хочу, чтобы вы посмотрели на этот вид. Просто я считаю, что это невероятно красиво. И тут еще все деревья все время цветут, фонарики зажигаются по вечерам, и остается ощущение, что ты не в каком-то большом городе, там, Америка, а ты, не знаю, дома.
И это такой твой маленький домик, ну, напоминающий Европу или Питер, потому что всегда все такое ухоженное, все такое красивое. Короче, очень буду скучать. Сейчас переезжаю из этого дома в другой. Вот, там, конечно же, не будет крыши, что меня очень расстраивает, но там намного круто. Отсюда можете, кстати, посмотреть на мои окна. Там моя квартира, она как раз-таки на все 4 окна, из которых на минуточку не работало 3. Вот. Но это быстро все починили, и теперь у меня вот моя квартирка на последние 10 дней. Вот так вот выглядела моя жизнь до сегодняшнего дня. На сегодняшний день я являюсь channel-маркетинг менеджер в IT-компании. Кто такой channel-маркетинг менеджер? По сути дела, это маркетолог, который помогает компаниям выводить новые продукты на рынок. Вот. Это называется по-другому go-to strategy. Если бы я рассказывала своей бабушке, она все равно не поняла, поэтому не буду даже вдаваться в детали. А это причина, почему я переезжаю со своей квартиры. Как вам? Возвращаемся к теме. Вот, я живу в Брайтоне, это прекрасный район. Я сюда приехала в эту квартиру, нашла ее через Facebook. И до сих пор в ней 2 года, потому что в прошлом году мне было лень переезжать, поэтому я здесь осталась. Проклинала все, и теперь я съезжаю. Живу я совершенно одна в этой прекрасной, уютной студии. И живу я над котельной, кто еще не успел догадаться. Вот, там внутри находятся батареи, и вода, и шум, и металл. И они все шумят и будут меня по ночам. Вот, поэтому у меня немножко нервное расстройство. И я плохо сплю. На сегодняшний день моя рутина на самом деле выглядит довольно интересно, потому что я работаю на основной работе. Помимо этого мы ведем чит-чат. Это YouTube-канал для русского Бостона, на котором мы просто болтаем. Называется «Потрендим о главном» и «Потрендим обо всем на свете». Что это такое? По вторникам у нас чит-чат. Вот, я стараюсь ходить еще в спортзал хотя бы несколько раз в неделю. Хожу я в Planet Fitness рядом с моей работой. Также я работаю маркетологом на сеть русских магазинов у нас здесь в Бостоне и еще на несколько других компаний, о которых я не буду пока рассказывать, потому что это еще все в таком зародыше. На самом деле Америка — страна возможностей. Мне кажется, до переезда сюда я никогда бы не подумала, что я смогу заниматься основной работой, заниматься еще чем-нибудь и вести там бизнес свой и так далее. Но здесь как-то тебе кажется, что ты всемогущий. А как-то государство и люди постоянно тебя как-то мотивируют и вдохновляют на то, чтобы делать чуть-чуть больше и, наверное, не бояться. Я не боюсь, что завтра ко мне придет государство и скажет: знаешь что, Даша, вообще-то это мое. Я так себя здесь не ощущаю, и сразу хочется строить что-то большое, выращивать своего ребеночка и помогать людям. Поэтому с недавних пор я также с моими друзьями открыла нон-профит организацию по спасению альбиносов в Африке. Поэтому, если вы ищете, куда деть свои деньги и хотели бы, знаете, for a good cause, как говорится, помогать людям, вот, то я надеюсь, что мы оставим ссылку в описании, и вы сейчас сможете ознакомиться с нашим фондом, потому что, если вы не знали, то альбиносов в Африке, ну, как их убивают, и считают, что их части тела, они приносят удачу, и поэтому им там очень плохо живется. А еще у альбиносов есть болезнь, они все почти что слепые, и у них рак кожи развивается очень быстро, и их там не лечат. Так что мы пытаемся очень сильно их спасти, и поэтому, если вы тоже не безразличны к альбиносам, то можете меня контактировать, я вам расскажу, как их спасти и как им помочь. Так выглядит моя неделя. В принципе, знаете, там на выходных альбиносов спасаю, по будням продукты рекламирую. Примерно вот так все и происходит. Карантин очень было прикольно, что здесь постоянно бегали голые мужчины. Здесь рядом университет, и я прихожу со своим дневником, фокусируюсь на какой-нибудь очень умной мысли, а в этот момент мимо меня пробегает просто 50, я не знаю, там 50 голых, накачанных молодых парней. Это дело мой experience, так сказать, в этом парке в миллион раз приятнее. И всегда приятно что-то красивое смотреть, когда ты размышляешь о своей жизни. О, вообще, кадр топчик. Вот этот звук мне напоминает Питер. Трамвайчики. Знаете, сразу вот дом. Я в Питере тоже жила рядом с трамвайной линией.
Поэтому этот звук чух-чух-чух всегда ассоциировался с домом. Какая у меня глобальная мечта? Это, скорее всего, построить свою корпорацию, которая бы могла спасать жизни. Я еще не знаю, как это все в одном месте соединить, чтобы это работало, но я уверена, что у меня получится. И как совет, наверное, я бы посоветовала не ссать, да, хватит бояться, вообще надо действовать. Ну, правда, есть такая книжка «Не ссы, не ной, не тупи», их 3, кстати, очень прикольные. Вот, мне кажется, это мой девиз, потому что действительно нечего бояться, пока не попробуешь, не узнаешь. Мне очень много людей пишет и просит помочь обосноваться и вообще поделиться информацией. Я всегда открыта, всегда готова, кто ищет, тот найдет. Поэтому, если вы действительно чего-то хотите, вас никогда ничего не должно останавливать от ваших решений, действий и вообще от ваших планов. Вот, стройте, как говорите, dream big, да? Мечтайте о большом, смотрите в светлое будущее. И вообще, ваши люди всегда будут рядом с вами, они вас обязательно поддержат. И пишите, если вам нужна помощь и поддержка. Вот. Всем пока. Меня зовут Дарья Щербакова, мне 27 лет, и это была моя история.